Алиев ведет Азербайджан к катастрофе. Геополитический расклад меняется, и далеко не в пользу Азербайджана. Пока в Баку строят иллюзии о тотальном контроле над регионом, мир вокруг стремительно перестраивается. Новые альянсы, новые угрозы, новая расстановка сил. И если Алиев действительно готов рискнуть начать войну против Армении, последствия для него могут оказаться фатальными. Правда, эффект политической лудомании никто не отменял. Сценарий, о котором упоминал неоднократно, становится все более очевидным. Израиль готовится к возможному прямому военному противостоянию с Турцией и ее союзниками в регионе. Анкара давно балансирует на грани конфликта с Тель-Авивом, раскачивая Ближний Восток и играя на слабостях западных стран. Теперь ситуация обострилась до предела. Азербайджан – стратегический союзник Турции, и если начнется противостояние между Турцией и Израилем, Баку окажется в крайне невыгодном положении. Открытая поддержка Анкары автоматически сделает Азербайджан мишенью, а попытка остаться в стороне приведет к разладу с главным патроном. Здесь на двух стульях уже не усидеть. Любая война – это не просто столкновение армий, но и геополитическая борьба. И здесь у Армении появляются серьезные козыри. Израиль крайне заинтересован в ослаблении Турции и ее союзников, а значит, в ближайшее время Ереван в теории может получить ощутимую поддержку. Речь, к слову, не обязательно о помощи вооружениями. Здесь она и не нужна. Тут речь идет больше про политическую поддержку. Давайте будем честными, Израиль никогда не откажется заработать. Политические контакты между Ереваном и Тель-Авивом на фоне угроз Турции могут начать стремительно налаживаться, поэтому преимущество Баку будет сведено на нет. Алиев называет Армению фашистским государством и прямо угрожает войной, но забывает, что ситуация изменилась. Армения больше не одинока. Улучшение отношений с Францией, США, Индией и, возможно, Израилем – это сигнал, который в Баку предпочитают не замечать. Но реальность такова. Армянская армия получает новое вооружение, а дипломатическая поддержка выходит на новый уровень. Москва, на которую привыкли делать ставку в Баку в последние годы, больше не является надежным партнером. Чего только стоит ситуация со сбитым самолетом. Россия ослаблена войной в Украине и не сможет диктовать свои условия так, как это было в 2020 году. Кремль будет вынужден лавировать, и в критический момент Азербайджан может остаться один на один с новыми угрозами. Запад не даст провести еще одну этническую чистку. Если в 2023 году Алиеву удалось установить контроль над Карабахом, то теперь он идет ва-банк. Попытка повторить тот же сценарий против Армении вызовет совершенно иную реакцию – от санкций до прямой поддержки армянских сил. К слову о последнем, она уже развивается, причем динамично. Если Алиев действительно рискнет атаковать Армению, его ждет жесткий ответ. В отличие от 2020 года, сейчас у Армении есть не только дипломатическая поддержка, но и готовность воевать до конца. Удары по стратегическим объектам Азербайджана, возможное открытие второго фронта со стороны Ирана, экономические санкции, внутренняя нестабильность – все это может стать реальностью. Азербайджан рискует потерять не только политические позиции, но и экономическую стабильность, а Турция, погруженная в противостояние с Израилем, не сможет спасти ситуацию. В Баку уверены, что могут позволить себе еще одну войну, но их реальная ситуация уже не та, что в 2020 году. Если Алиев продолжит идти по этому пути, он может привести страну к катастрофе, из которой выхода не будет. Два главных слова в мировой политике сейчас – это ожидание и торг, или, если объединить, ожидание результатов торгов. Косвенные признаки говорят о том, что к торгу готовы многие – Иран и США, Россия и США, Израиль и США, Турция и США. Без США, с учетом энергичного старта и амбиций старого и тем временем нового президента Трампа, никуда. Скорее всего, речь идет о 2-3 месяцах, после чего торги будут закрыты. Все это время очень трудно что-то прогнозировать, так как родная сестра любого торга – это дезинформация. В армянском медиасегменте появились фотографии российских миротворцев, погибших в результате перестрелки, устроенной азербайджанскими военными. Слив фотографий убитых миротворцев в сеть ничего не меняет.
Все, от кого хоть что-то зависит в отношениях Россия-Азербайджан, видели эти фотографии в день их съемки. За все уже уплачено. Никакого дополнительного эффекта они уже не имеют, кроме сугубо эмоциональной подкачки публики. Никакого влияния на уже зашедший очень далеко процесс отдаления Армении и России и сближения России и Азербайджана они не оказывают, будь на них даже сам Алиев с автоматом в руках, так как экономические интересы давно уже вытеснили все остальные, включая право на месть. Единственное, но очень важное, что может возникнуть у России к Азербайджану, так это желание постараться вместе с Ираном перетянуть его от Турции поближе к себе. Например, используя рычаг Каспийского моря, которое по сути море России, Казахстана, Ирана и Туркменистана. Азербайджан в этом смысле акционер Каспия миноритарный. А с учетом планов турок, такая единая позиция Москвы и Тегерана для них проблема. Да и в соглашении между Москвой и Тегераном о строительстве газопровода через Азербайджан для транспортировки российского газа больше политики, чем экономики. Иран и Россия потеряли Сирию, а турки приобрели, и усиленно пытаются компенсировать эту потерю через укрепление своих отношений в нашем регионе. Опять же, здесь между Россией и Ираном нет никакой особой дружбы, кроме той, о которой обычно говорят «против кого дружить будем?». Несмотря на полувраждебные отношения между Москвой и Ереваном, для Армении союз России и Ирана можно считать скорее плюсом, чем минусом, особенно в противостоянии турецко-азербайджанскому альянсу. На этом фоне авторитетная израильская газета The Jerusalem Post пишет: «Союз Израиля с Азербайджаном – это, по сути, фаустовская сделка, которую необходимо пересмотреть. Несмотря на очевидные геополитические и экономические выгоды, такие как стабильные поставки нефти и стратегическая близость к Ирану, это партнерство сопряжено с серьезными моральными и этическими проблемами. Режим президента Ильхама Алиева авторитарный, где подавляются свобода слова, политическая оппозиция и права человека. Более того, недавние события в Нагорном Карабахе нельзя игнорировать. Этническая чистка, вынудившая более 120 тысяч армян покинуть свои дома, разрушение их культурного наследия – это не просто трагедия, это попытка стереть историческую связь армянского народа с этим регионом. Как государство, Израиль, продавая оружие Азербайджану, по сути принимает участие в этих действиях, что ставит под сомнение моральные основы нашей внешней политики. Да, прагматические выгоды важны, но цена, которую мы платим за них, слишком высока. Мы, как нация, знающая горечь несправедливости, не должны поддерживать режимы, способствующие подавлению свободы и уничтожению культурного наследия. Этот альянс требует переоценки, чтобы наши действия соответствовали нашим основным ценностям и принципам, говорится в статье израильской газеты The Jerusalem Post. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.